Привет, друзья! Сегодня мы будем разбирать случай из моей частной практики. Во имя соблюдения конфиденциальности информации клиента такие данные, как возраст, пол, место проживания и так далее, могут быть изменены. На консультацию онлайн ко мне обратилась семья, муж и жена Светлана и Григорий, с просьбой проконсультировать их по поводу дочери Евы, 16,5 лет. Родители девушки посмотрели видео на данном канале и укрепились в мысли, что с их девочкой что-то не так. Возможно, у нее расстройство аутистического спектра. Но так как их дочь Ева отказывается обращаться за помощью к психологу или к какому-либо другому специалисту, родители приняли решение обратиться за консультацией ко мне без непосредственного участия дочери. Основные вопросы, с которыми обратились родители, звучат так. Вопрос первый. Девушка закончила школу и планирует поступать в университет в другом городе, что предполагает самостоятельное проживание в общежитии. Вопрос, может ли она самостоятельно жить в другом городе в условиях общежития. И второй вопрос, который очень тревожит маму. Девушка совершенно не интересуется отношениями с противоположным полом. Мама настаивает, что у девушки обязательно должна быть в будущем семья, дети, но Ева отрицает важность этих понятий для нее и говорит, что в будущем семьи у нее не будет и детей также. Мама очень расстраивается и настаивает на том, что это крайне важные вещи, и просит меня подсказать, как Еву убедить в том, что семья и дети – это очень важно. Перед нашей встречей родители заполнили анкеты и прислали видеоматериалы. Родители рассказали также подробно во время нашей беседы о том, какие странности они замечали по ходу взросления дочери. У Евы с самого раннего детства и до настоящего возраста присутствует потряхивание рукой и раскачивание взад и вперед. А также у девушки наблюдается избыточный вес и пониженный тонус мышц. С самого раннего рождения и до возраста 6 лет Ева практически не испытывала чувства голода. Она могла выпить 1 стакан компота за весь день и не попросить больше ничего попить или же поесть. Начиная с возраста 6 лет Ева стала употреблять большее количество продуктов, она стала просить пить и есть, но тем не менее список продуктов был очень-очень ограничен. Она предпочитает есть либо пельмени, либо вафли, либо печенье. Ничего другого она практически не употребляет в пищу, со слов родителей. С самого раннего возраста Ева не улыбалась близким родственникам, маме и не реагировала на ее появление в комнате. В настоящий момент Ева предпочитает находиться также одна у себя в комнате. Она закрывается в ней на замок и никого туда не пускает. В раннем возрасте Ева играла одна в 2-3 годика и не привлекала взрослых для того, чтобы они с ней тоже поиграли. Тогда маме это казалось признаком зрелости и нормального развития. Сейчас Ева предпочитает играть в компьютерные игры, и она этим занимается часами. Когда родители делают попытки ограничить время игры в компьютерные игры, Ева реагирует крайне агрессивным образом, даже с риском здоровью окружающим людям. В целом у Евы есть сложности с пониманием мотивов чужих поступков и распознаванием собственных и чужих эмоций. Например, в школе Ева грубо, непозволительно разговаривает с учителями, доказывая их профнепригодность. Она говорит, что им нужно уволиться, потому что они профнепригодны, они знают предмет гораздо хуже, чем они должны бы были знать. В ответ учителя злятся и ставят ей низкие оценки. Ева не понимает ни того, что учителя злятся, ни почему у нее появляются плохие оценки. Также, просматривая мультики или фильмы, Ева не может определить причины поведения главных персонажей. Почему они поступают тем или иным образом. Почему кто-то из героев плачет, почему кто-то из героев радуется. Ева обращает внимание на детали одежды или заучивает шутки, которые были успешны, на которые посмеялись родственники. Тогда она в дальнейшем их использует в повседневной жизни. Но кино в целом Ева воспринять и пересказать не может. Она воспринимает лишь детали. В школьном возрасте друзья удерживались в отношениях с Евой на протяжении нескольких десятков дней, не более того. С чем это было связано? С
тем, что Ева говорит исключительно о своих специнтересах. Какие специальные интересы были у нее на протяжении 16,5 лет? Сначала это были динозавры, затем это был русский костюм, и теперь это физика. Когда Ева общалась или общается с друзьями, она говорит только о своем специальном интересе, не позволяя другому человеку вставить слово и рассказать о том, что ему интересно. Таким образом, дети очень быстро прекращали общение с Евой, теряя заинтересованность в диалоге. Что касается эмоциональной сферы, родители отмечают, что никогда не видели у Евы проявления нежности, привязанности, заботы, радости выраженной. У нее всегда ровное настроение. По косвенным признакам родители предполагают, что их дочь травят в классе. Об этом рассказывают учителя и некоторые друзья, которые благосклонно относятся к Еве. Тем не менее, когда родители спрашивают о тех детях, которые травят Еву, Ева говорит, что это ее друзья. Родители предполагают, что свои чувства и чувства других людей Ева или не понимает, или не распознает. Выраженную эмоциональную привязанность Ева на данный момент никому не проявляет. Повторюсь, что Еве на сегодняшний день 16,5 лет. Она закончила школу и готовится поступать в университет в другой город. Переехать из Краснодара в общежитие в другом городе и жить самостоятельно. У девушки хорошие навыки по физике, но отсутствуют навыки построения и поддержания социального взаимодействия, социальных контактов. Год назад она поступила в очень престижную школу, но была оттуда вскоре изгнана по причине того, что она критиковала преподавателей. Она не считала нужным изучать никакие предметы, кроме физики, потому что они ее совсем не интересовали. Также, разговаривая подробно с родителями о сформированности навыков гигиены, выяснилось, что девушка не принимает душ, маме приходится прибегать к помощи папы, его слово для девушки более значимо, и раз в 3 недели удается заставить Еву посетить душ и помыть голову. Также девушка не чистит зубы, не следит за состоянием одежды, она не отличает грязную одежду от чистой одежды и в любое время года предпочитает ходить в своем любимом жилете и 2 любимых штанах. Все это, естественно, ведет к тому, что от Евы, к сожалению, исходит неприятный запах, и это еще более усложняет возможность социальных контактов. Что касается навыков самообслуживания, девушка не умеет определять, где чистые вещи, где грязные, когда пора стирать белье, она не умеет его стирать самостоятельно для себя. Она не умеет ходить в магазин, не умеет составлять список продуктов и готовит только пельмени и макароны. Также Ева не убирается в своей комнате, не говоря уже об общих помещениях. Ева не заправляет свою кровать и не распознает, куда что можно ставить. Например, в шкаф с одеждой или в шкаф с канцтоварами Ева может положить тарелку с недоеденной едой, с огрызками, с фантиками и так далее, что, естественно, ведет к антисанитарии. Родителям же не удается донести до Евы значимость соблюдения норм совместной жизни. Она не выполняет их просьбы. Какие же были даны рекомендации родителям в конце нашей беседы, после того, как все материалы были изучены и проанализированы? Первое – это обязательная консультация диетолога, с тем, чтобы он проверил точный список употребляемых продуктов, и в случае необходимости будет проведена работа по расширению списка употребляемых продуктов. Если же это невозможно, тогда будет идти речь о том, чтобы дополнительно принимать пищевые добавки и витамины. Следующее, что необходимо сделать, это сдать тест на непереносимость глютена, так как присутствуют такие симптомы, как избирательность глютеносодержащих продуктов. Напомню, Ева предпочитает есть пельмени, вафли и печенье. Это все содержит глютен, поэтому обязательно нужно проверить, нет ли там непереносимости. Следующий важный пункт. Перед тем, как заводить речь о переезде Евы в другой город и самостоятельном проживании, необходимо научить девушку навыкам самообслуживания и навыкам личной гигиены. Что туда входит? Умение принимать душ не менее чем 1 раз в 3 дня,
а также мыть голову, умение чистить зубы, причесываться, отделять грязное белье от чистого, самостоятельно стирать белье, самостоятельно заправлять кровать, убирать помещение, мыть полы и так далее. Для разговора об этих важных навыках в случае с Евой было решено привлечь ее тетю, которая является доктором математических наук, и мнение этой тети Ева очень ценит и ей доверяет. Поэтому изначально с ней поговорит тетя о важности этих мер. А также для формирования данных навыков будут использованы специальные рисунки, подсказки, которые будут развешаны по квартире в местах, где Ева может их часто заметить. Также предусмотрена система поощрения в случае, если Ева без напоминания сама посещает душ не реже, чем раз в 3 дня. Она в конце этих 3 дней получает каждый раз поощрение в виде карманных денег, на которые она может купить то, что для нее значимо в ближайшем магазине. Также до переезда Евы в другой город очень важно подтянуть ее навыки коммуникации, изучить различные ролевые модели, а также донести важность изучения остальных предметов по программе, хотя бы по остаточному признаку. Иначе девушка рискует тем, что ее снова выгонят из университета. Также была объяснена важность семьи, остановить давление на девушку в вопросах семьи, планирования детей, и в то же время объяснить особенности полового созревания в соответствии с ее возрастом. Семья приняла решение, что после того, как все перечисленные навыки будут сформированы, они снова обратятся за консультацией и затем уже примут решение, готова ли их дочь к переезду или стоит еще подождать. Сегодня мы разобрали случай обращения семьи за онлайн-консультацией без непосредственного участия ребенка. Думаю, что детали этого разбора могут быть полезны также и вам. Всего вам доброго, пишите комментарии, следите за новыми выпусками, подписывайтесь на канал. До свидания!